Если вы вышли на это видео через портал Bandcamp, то, возможно, вы думаете, что это первый урок курса Theremin 101. На самом деле, это первый урок второй половины курса Theremin 101. И если вы еще не нашли первую половину, покопайтесь на Bandcamp и найдите первый альбом. А сегодняшний урок, в некотором смысле он тоже первый. И если вы только что пополнили наши ряды, давайте все-таки сегодня прямо-таки позанимаемся. Сегодня будет очень простая пьеса, в которой, тем не менее, будут активно задействованы обе руки. Сегодня мы с вами посмотрим звукоподражательные эффекты. Птички, разные животные, то, что всегда вызывает у слушателей неизменную улыбку. И давайте, к этому уроку прилагается только одна минусовка. И сейчас я без нее, без аккомпанемента, покажу основные движения, которыми мы будем пользоваться во время игры этой композиции. И это будет третья часть моей африканской сюиты. И будем мы с вами изображать всяких животных для наших мест экзотических, но, впрочем, не особо будем их разделять на виды, просто в целом. Смотрите, есть разные движения, которыми можно имитировать птичьи голоса. Например, что я делаю? Я довольно-таки резко поднимаю и опускаю левую руку, а в этот момент правая рука делает довольно подвижное глиссандо вниз, маленькое. Еще раз. Если медленно. А вот как быстро. Птичка. Еще какую-нибудь птичку. Например. Что я делаю? Я делаю несколько коротких движений левой рукой вверх. Стаккатки такие. И заканчиваю эту фигуру таким же глиссандо маленьким вниз, как в прошлой фигуре. Еще смотрим птичку. Очень простая. Левая рука делает не очень короткое движение вверх, а правая в этот момент делает вот так. А если быстро? А если скомбинировать? Уже целая, можно сказать, птичья стая в какой-нибудь там в африканском оазисе, например. А что еще можно попридумывать из животных звуков? Например, мне нравится, как звучит вот такая фигура. Может, это птичка, а может, наоборот, это какие-нибудь мартышки, я не знаю. Значит, левая рука делает серию очень коротких движений вверх, а правая в этот момент чуть-чуть вот в небольшом диапазоне плавает. И каждое открытие звука левой рукой, да, попадает на разное положение правой руки. Поэтому такой вот шевелящийся, такой прикольный звук. Немножко надо поработать над координацией, но именно поэтому это упражнение включено в курс Theremin 101. Оно при всей его простоте требует все-таки концентрации на координации. Стихами разговариваю. А еще движение, которое мы изучим в этой пьесе, может, это какие-нибудь пустынные шакалы, а может, наоборот, это какие-нибудь буйволы, я не знаю. Вот такой вот звук. Как будто кто-то так вот воет. Смотрите, из каких движений эта фигура состоит.
правой руке быстрая глиссанда вверх, в этот момент левая довольно быстро открывает звук. Потом обе руки замирают, и потом быстро левая вниз, а правая к себе. Это, например, был самец, а ему отвечает самка. Смотрите внимательно. Почти то же самое, но не снизу начинается это движение, а начинается с вот такого движения, резкого, правой рукой, и левая в этот момент звук открывает. Застываем на ноте и довольно быстро вниз глиссанда. Ну-ка, все вместе, самец и самка. Как будто они переговариваются. Что ж, вы можете придумывать еще и свои движения, своих птичек, своих других животных. Импровизируйте как угодно. Мелодии, как таковой, в классическом понимании, в этой пьесе нет. И вот все эти фигуры вы можете вставлять в минусовку сообразно своему вкусу, когда угодно, сколько угодно, какие угодно. И вы можете сформировать свою собственную композицию из этих фигур внутри минусовки. Вы можете каждый раз создавать эту композицию заново. В общем, полная свобода, и в это же самое время вы учитесь координировать движения обеих рук, причем быстрые движения, точные движения. И, как говорится, репрезентативные у вас не ноты, не что-то, а сам звук природы. Давайте попробуем все это вместе с минусовкой. Я немножко жду, чтобы войти в настроение. И, например, вы слышите, что в минусовке есть музыкальные фразы, а я вот сейчас, например, хочу им как бы отвечать. То есть вот идет некая мелодия в минусовке, и когда вот этот кусочек завершается, я отвечаю. Вот еще один прием, как слиться с минусовкой. Вот эти немелодические звуки я немножечко пристраиваю по высоте к минусовке.
и придумывайте, и комбинируйте, и стройте собственную форму, и развлекайтесь всячески вместе с этой минусовкой. А мы с вами встречаемся через неделю на этом же канале ОЛЕС Рост. Не забудьте подписаться. Напоминаю, что все минусовки для наших уроков находятся на портале Bandcamp на странице Олеси Ростовская. Ссылку оставляю внизу под видео. До встречи через неделю.